Дальвиния, принцесса дельфинов. Глава 4. После того, как принцесса попрощалась со своей кузиной Сиреной, она отправилась туда, куда звало ее сердце. Принцесса уже подплыла близко к берегу небольшой гавани и увидела причал. Ей оставалось собрать серебристую росу при лунном свете, и она ждала нужного часа. Дальвиния посмотрела в сторону причала. Там стоял какой-то человек. Из любопытства она подплыла ближе. На причале стоял ее возлюбленный и смотрел вдаль океана. Принцесса увидела его, и ее сердце застучало быстрее. Дальвиния отплыла подальше от берега, чтобы не пораниться о прибрежные камни, и выпрыгнула из воды, сильно крикнула. Она надеялась, что он ее услышит. Когда принцесса вновь высунула голову из воды, юноша уже уходил с причала. Ей стало немного грустно, но она понимала, что он человек, и у него может быть своя жизнь. Когда он ушел, она развернулась и поплыла к прибрежным скалам. Этой ночью луна светила как никогда ярко. Дальвиния подплыла к небольшой скале. Растения на ней были покрыты серебристыми каплями. Она собрала немного росы и спрятала ее в свой волшебный мешочек. Прежде чем вернуться к себе, принцесса долго смотрела на причал, где только что стоял тот, кого она любила больше всего на свете, и лишь сказала: «Я вернусь и обязательно найду тебя». Она развернулась и поплыла в свой подводный дворец. Дилан зашел в палату, где лежала его мать. Она увидела сына и замахала руками, подзывая его к себе. Юноша сел на край кровати и спросил на языке жестов, как она себя чувствует. Мать ответила: «Сынок, слушай меня внимательно. Я молчала всю жизнь и не говорила тебе правды. Твой отец не тот, которого ты знал с самого рождения. Когда я была юной девушкой, я чуть не утонула. Меня спас красивый принц из клана дельфинов. Как только я его увидела, я тут же влюбилась в него. А когда он выпил эликсир и ради меня вышел на берег, я поняла, что он тоже любит меня. Он прекрасно знал язык жестов, и мы общались. Его отец был королем клана дельфинов, а он наследный принц. Между нами была сильная любовь, и вскоре я узнала, что неизлечимо больна. К тому времени ты уже появился у меня под сердцем. Однажды он вышел на сушу, подарил мне медальон на память, знак нашей любви. В тот день он сделал мне предложение. Я не хотела, чтобы он видел, как я умру вскоре после свадьбы. Мое сердце разрывалось от боли, но я взяла себя в руки и отказалась выйти за него замуж. Сказала, что выйду только за человека. Он молча уплыл, и я больше никогда не видела твоего отца. В больнице мне сказали, что у меня будет ребенок, и мне хотелось, чтобы ты остался жив. От старой шаманки я узнала, что если продать ей свою душу, она даст мне несколько лет жизни. Я обрадовалась,
потому что смогу дать тебе жизнь и воспитывать. Я заключила с ней сделку. Мне было очень трудно одной. Но мой очень хороший друг детства предложил мне выйти за него замуж. И я согласилась. Я не знала, сколько лет еще проживу. И если умру, то у тебя останется отец. Он оказался хорошим человеком и стал тебе отцом. Мать сняла с шеи веревку, на которой был медальон, и протянула сыну. Вот возьми, это все, что осталось от твоего родного отца. Он подарил мне его, когда делал предложение. Дилан взял в руки медальон и увидел на нем 2 дельфинов. Точно такой же знак был нарисован на его судне. Эту лодку раскрашивал его приемный отец. Когда он погиб в тот страшный день, он вышел в море на другой лодке, взятой на прокат, так как его судно было на ремонте. Юноша услышал, как мать стала хрипеть и задыхаться. Он выскочил и побежал в коридор, чтобы позвать на помощь. В палату вбежали врач и медсестра. Маме тут же сделали укол, и ей немного стало легче. Мать снова позвала сына к себе. «Сынок, не убирай рисунок, который на борту твоей лодки. Это твой отчим его нарисовал. Он надеялся таким образом встретиться с твоим отцом и все ему рассказать о тебе. Он все знал, но, несмотря на это, продолжал любить тебя как собственного сына. Не забывай его». Врач снова вошел в палату и сказал: «Вашей матери нужен покой. На сегодня посещения закончены. Приходите завтра». Дилан поцеловал свою маму в лоб и вышел. Пока он шел домой, он думал над тем, что рассказала ему мать. Он был очень взволнован этой новостью. Она удивила и напугала его одновременно. Юноша не мог себе представить, что у него есть настоящий отец. Тот, кого он называл папой, был ему не родной. Когда Дилан пришел домой, он еще долго не мог прийти в себя. Всю ночь ворочался в постели и смог уснуть только к утру. Зазвонил телефон. Дилан проснулся и взял трубку. Услышал голос врача. «Ваша мама скончалась в 4:15 утра. Она просто высохла». Дальвиния приплыла в свой дворец. Королю доложили, что принцесса вернулась, и он окончательно успокоился и больше не переживал по поводу ее поведения. Ночью, уединившись, она стала думать, как ей избежать замужества. К утру она все придумала. Пригласила к себе свою подружку Милену и подговорила подменить ее в самый последний момент, в день свадьбы. Принцесса была немного удивлена, что подружка так легко согласилась. Милена должна была втайне от всех спрятаться в покоях принцессы, а в нужный момент выйти из укрытия. Король Акульего клана позвал к себе своего сына и сказал: «Вопрос о твоей женитьбе с принцессой Дальвинией уже решен». Принц был недоволен этим решением, но не смел перечить своему отцу. Богому с самого детства нравилась Милена, подруга принцессы. Они часто играли и озорничали в просторах океана, а Дальвиния была для него всего лишь подругой его возлюбленной. Он уже давно собирался признаться в своих чувствах Милене, но все откладывал,
а теперь и вовсе не знал, что делать. Но он даже не подозревал, что ему приготовила судьба. Наступил день свадьбы. Подружки наряжали невесту. И вот когда наступил момент, принцесса приказала всем выйти из ее покоев, сославшись на то, что хочет немного побыть одной перед церемонией. Когда все вышли, Дальвиния подала сигнал своей подружке, и та вышла из укрытия. Они поменялись одеждой. Милена надела наряд невесты, а принцесса переоделась в платье своей подружки. Обе накрыли лица вуалью и в сопровождении друг друга отправились в зал для свадебного ритуала. Они обе торжественно вошли в зал. Там было много гостей. Подошли к жениху. Подружка, оставив невесту, тут же отошла в сторону, развернулась и скрылась в толпе гостей. Молодые сделали 3 поклона. Первый родителям, второй водам океана, солнцу и земле, третий друг другу. Жених подошел к невесте и хотел сорвать с нее свадебную вуаль, но невеста чуть отошла назад, и у него ничего не вышло. Отец Багома рассмеялся на весь зал и сказал: «Увидишь свою невесту в свадебных покоях». И все гости в зале тоже засмеялись. Свадебный пир закончился. Молодая сидела на свадебном ложе и ждала жениха. Багом вошел в покои с недовольным видом. Он намеревался все разрушить и сказать принцессе, что не любит ее и не хочет быть ее мужем. Когда он подошел и сорвал с невесты вуаль, то чуть не потерял дар речи. Перед ним стояла его возлюбленная Милена. Он обнял ее и произнес: «Хвала водам океана, солнцу и луне! Ты стала моей женой!» Когда обман раскрылся, уже было поздно что-то менять. Оба клана были на этой свадьбе и теперь не могли ничего отменить. Отцу Багома пришлось смириться с этим и оставить все как есть. Но отец Дальвинии был как никогда в ярости. Этот поступок своей дочери он не мог простить. К тому же она исчезла из дворца во время церемонии, и несколько дней ее никто не мог найти. Дальвиния подвела к жениху Милену и медленно, незаметно для всех, смешалась с толпой, а потом и вовсе покинула дворец. Принцесса направилась в сторону Красного коралла. Дальвиния подплыла к убежищу тетушки Черепахи. Без труда нашла нужный камень, кусок рифа открылся, и она вплыла внутрь. За ней тут же закрылась дверь. Принцесса направилась прямо к старушке. «Ну, здравствуй!» Увидев принцессу, поприветствовала ее бабушка-черепаха. «Бабушка, я собрала все части для эликсира. Как мне его теперь сварить?» Торопясь проговорила Дальвиния. Черепаха протянула ей серебряный сосуд. «На, возьми его и иди в дальнюю комнату моего дворца. Достань пламя. Над пламенем держи сосуд. Налей в него воду из магического источника. Положи туда красный цветок. Когда он превратится в прозрачную искристую жидкость, капни туда слезу сирены. После того, как все ингредиенты растворятся, появится свечение. Как только все исчезнет, в эликсир добавь серебряную росу с того берега, на который ты хочешь выйти. Береги этот эликсир и никому не говори о нем. Он будет действовать только на тебя и на твое потомство. А если его выпьет кто-то другой, то тут же погибнет в пучине вод». Дальвиния удалилась в дальнюю комнату
и сделала все в точности так, как говорила ей старая черепаха. После она поблагодарила бабушку и, обняв ее на прощание, покинула Красный коралловый риф и отправилась к берегам Бразилии навстречу судьбе. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, присоединяйтесь ко мне в следующей главе. История будет разворачиваться еще стремительней. Загадочная болезнь матери и встреча с возлюбленным. Приходите, я всегда рада вам.